Всем доброго дня! Вас приветствует канал Авточайники. После того, как сгорел наш гараж и сгорел наш донор, мы решили все-таки восстановить наш донор. Также мы решили удалить всю ржавчину и все ржавые элементы с этого автомобиля. Мы заранее извиняемся за качество видео, но наша видеоаппаратура сгорела вместе с гаражом. Но уже в следующих видео будет нормальное качество. Первым делом нужно было решить проблему с задней частью автомобиля. Так как багажник очень сильно пострадал, его нужно было в срочном порядке зачистить и покрасить. Также сгорело наше антикрыло, и оно больше использоваться не могло. Восстанавливать наш донор, да и строить Lamborghini мы будем теперь в обычном гараже. Уже не будет 200 квадратных метров, на которых можно было легко строить. Это будет обычный гараж 6 на 3 или 3,5, если быть точным. Так как наша работа за 3 месяца сгорела, мы решили сделать Lamborghini Aventador SVG63 очень быстро. Для этого мы придумали новую технологию, как сделать ее быстро, качественно и надежно. При этом, как это будет сделано? Подписывайтесь, ставьте колокольчик и следите за нашими видео, и вы узнаете, как можно сделать автомобиль самостоятельно в обычном гараже. Кроме задних крыльев багажника, мы также заменили пороги. Это нужно было для того, чтобы можно было поднимать и опускать нашу Lamborghini обычным донкратом, так как наши скаты очень низкопрофильные и машина всего высотой 1,15 м. Это 1,15 м, это расстояние от дороги до самой верхней точки крыши. Следующим этапом нашего строительства будут ламбо-двери. Поэтому всем, кому интересно, смотрите следующее видео. Восстановить наш донор мы пытались как можно быстрее, поэтому многие работы мы не засняли, тем более снимали на обычный телефон. Как вы можете видеть на видео, мы прям искали ржавые элементы, чтобы их заменить. И заменили все ржавчины и все ржавые элементы на этом автомобиле. Потому что этот автомобиль строился и строится для себя. Кроме того, все внутренние элементы мы залили гравитексом. Это нужно для того, чтобы больше ржавчина не появлялась в тех местах, в которых мы ее обнаружили. Так как Mazda MX-6 довольно редкий автомобиль, запчасти на него в виде кузовных деталей найти было не так легко. Если по-честному, мы их не нашли. Поэтому все кузовные детали, все кузовные элементы мы вырезали из стали толщиной 2 мм. Сами выравнивали, сами клепали и приваривали по месту. Так как до этого мы никогда не были связаны с строительством автомобилей, даже с ремонтом автомобилей, мы никогда не варили автомобиль, мы никогда не ремонтировали автомобили. Мы делали это все с нуля и сами учились. Поэтому я считаю, то, что сделали мы, может сделать любой человек, который просто захочет себе очень красивый автомобиль. Главное при строительстве автомобиля – это не навыки и не умения. Это большое желание сделать что-то своими руками, то, что будет для вас то ли хобби, то ли работой. Главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Посмотря на то, как мы сделали детали, посмотря на то, как мы варили, многие скажут, что неправильно, плохой шов, неровный шов. Я напомню, мы первый раз это делали. Мы детали делали самостоятельно, вырезали их из металла, потом приваривали. Хорошо приваривали, плохо. Посмотрим, покажет время. Также мы зачистили багажник, чтобы можно было убрать всю ржавчину и весь обгоревший металл. После того, как все было зачищено, мы его загрунтовали. После грунта мы его вывели до нужного состояния и покрасили в цвет автомобиля. Сейчас на видео вы еще видите автомобиль загрунтованным. Красили, грунтовали, выравнивали мы тоже первый раз.
Это был интересный и занимательный опыт. Также мы заменили все стекла, которые были повреждены ударной волной после взрыва нашего гаража. Хочу заметить, что красили, варили и другие работы, которые мы выполняли сами, мы делали это не потому, что нам жалко было привлечь кого-то, чтобы нам сделали это профессионалы, а потому, что мы хотим сделать все виды работ самостоятельно. Мы хотим сделать автомобиль сами и гордиться тем, что этот автомобиль построен своими руками именно так, как мы хотели. Если вам интересно, что же получилось дальше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик.